Итак, снова здравствуйте, с вами снова Литорн, и сегодня мы с вами познакомимся с новой игрой для меня, ну как новой, я ее, конечно, знаю, но вот сейчас снова, скажем, открыл ее для себя. Вот, это Baldur's Gate, первый Baldur's Gate, только его улучшенная версия, так называемая Enhanced Edition. В чем ее отличие от основной версии, сразу давайте остановимся на этом. Немножко улучшены анимации скиллов. Далее, кроме этого, есть некоторые изменения в игровом процессе. Например, в этой версии при открытии инвентаря игра ставится на паузу, а не так, как было в оригинале, что это было, это было существенным усложнением, да, то, что игра во время открытия инвентаря снималась с паузы, да. Вот. Кроме этого, было добавлено новое приключение «Темные копи» и несколько новых спутников, которых можно встретить по ходу игры. Ну, кроме этого, косметические улучшения в духе подрисованного под современное разрешение интерфейса, текстур и так далее. О самой игре, что хотелось бы сказать. К сожалению и к моему стыду, я ее не проходил ни разу. Вот, я начинал ее несколько раз, каждый раз забрасывал. Вот, ни разу так до конца и не прошел. Но, надеюсь, мы с вами ее все-таки пройдем. Вот. По поводу игры. Она сделана она компанией Black Isle. И основана она на правилах Dungeons and Dragons, правилах второй версии, то есть Advanced Dungeons and Dragons Second Edition. В чем особенность этих правил? Они непонятны. То есть они для тех людей, кто, как я, знакомился с игрой Dungeons and Dragons, с правилами Dungeons and Dragons, начиная с третьей версии, а то и с 3.5, она совершенно непонятная. Потому что, например, Armor Class здесь это то, что наоборот должно быть меньше. Вот, то есть, когда мы видим доспехи, на котором написано Тхак 0.1, вот, это лучше, например, чем Тхак 12. Тхак это сокращение от to hit AC0, Тхак 0. Вот. Ну, в общем, это в принципе как бы не столь важно. Главное понимать, что чем меньше, тем лучше. Именно в отношении армор-класса. А в отношении бонусов все точно так же. Чем больше, тем лучше. Вот. По поводу, чего еще хотелось бы сказать. Эта игра сделана на движке Infinity. На этом движке было сделано очень много игр в то время, да, то есть это вот конец 90-х, начало 2000-х, это и легендарные Свиндейл, которые вышли уже как скажем, наследники, да, Baldur's Gate, и всяческие Fallout, да. Вот. Ну и вообще, как бы этот движок, он был довольно открытым, и вышла куча еще модификаций для игр, для этих. Например, для Baldur's Gate есть очень классная модификация, которую тоже хотелось бы пройти, но уже отдельно. Это Big World Project, так называемый. Вот. Его идея в том, что в этом Baldur's Gate собрана куча разных модов. То есть такая солянка из всего подряд, вот, которая, затянет часов на 300-400, наверное. Вот. Но пока я не готов это проходить, конечно. Вот. Но со временем возможно. Далее, что еще хотелось бы сказать? В принципе, наверное, это все. Вот. Сейчас мы приступим с вами к созданию персонажа. Также познакомимся с настройками игры. Вот. Сейчас я включу музыку, потому что музыка довольно громко играет в игре. Вот. Но и тогда не слышно было бы вступления моего, да, скажем. Итак, запускаем игру. Кто сражается с монстрами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать монстром. Смотрим начальный ролик.
Вот такой вот не очень информативный ролик, в котором нам показали, как убили одного человека. Вот. И непонятно вообще, что это за человек, что это, кто его убил. Вот. Так, смотрите, по поводу графики. Размер шрифта, полный экран, аппаратный процессор мыши, масштабирование интерфейса. Это понятно. Видеоролики здесь можно снова посмотреть. Игра. Задержка подсказок, скорость прокрутки клавиатуры, скорость прокрутки мыши, сложность. Давайте нормально поставим. Правила врат Балдура Первого. Монстр носит только 3/4 урона. Ладно, давайте для первого прохождения поставим вот такой уровень сложности, дальше посмотрим. Так, кровавое месиво. Будет производиться кровавый вариант анимации во время боя. Групповое инфравидение. Поставим постоянное просвечивание. Так, это понятно. ОДД исцеление, погода. Обратная связь между маркерами. Доски на поражение. В ходе боя действия. Автопауза. Смотрите, вот по поводу автопаузы, это очень важно. Замечен враг. Конец раунда. Заклинание пришли на один ловушка. Да, вот так вот. Так. Все получается по настройкам. Хорошо. Теперь приступим уже к созданию персонажа. Одиночная игра. Новая. Создаем нового персонажа. Персонажа мы будем создавать, как и в прошлый раз в Pillars of Eternity. Это будет у нас паладин. Вот люблю я паладинов. Кстати, да, портреты тоже повысили разрешение. Раса. Раса будет у нас... Класс. Паладин. И мы берем Инквизитора. Почему? Потому что обладает способностью развеивания магии, которую может использовать один раз в день, плюс одно использование за каждые 4 уровня после первого. Вот, это очень важный момент. Да, кстати, что хотел сказать, то что вы видите, что сейчас игра как бы не на весь экран, это только в меню, потому что меню почему-то не расширили на 16 на 9, да, но в самой игре все будет нормально. Мировоззрение. Паладины у нас могут быть только законодобрыми. Параметры. Ну и здесь мы начинаем с вами веселиться, ребята, потому что здесь нужно набрать 3.18. Давайте вот попробуем вот так. Посмотрим, какое максимальное число вообще может выпустить. 85 выпало. 75. 92 выпало. Когда выпадет 90 или больше, еще будем смотреть, пробовать по очкам. Просто хочется сразу как бы настроить на максимальное значение, да, чтобы не заморачиваться по ходу прохождения уже.
Конечно, не совсем правильно. Например, когда я играю в ДНД, я использую только вот первоначально созданные статы, никогда не перебрасываю их. Ну, то есть именно в настольной игре. Потому что в этом есть какой-то элемент хардкора и реалистичности. Потому что ты не можешь влиять как бы на то, каким ты родишься. Вот. Но здесь мы берем, скажем, легкий путь. Это все вполне законно, просто нужно некоторое время поклацать, да. Смотрите, 90 уже давно не выпадало. Было. Давайте так вот 787 поставим. Это 101 везде. Так, смотрите-ка. Так. Мы можем уменьшить мудрость, можем уменьшить интеллект. 1799. 15. Ну вот так вот. Восемнадцать, 99, 18, 16, 18, 13. Давайте еще немножко поиграемся. В этом, конечно, тоже есть какой-то элемент игры такой своеобразный. Ну, да все такое. Ладно, давайте вернемся к 91. Навыки. Ну, я думаю, что все будет классически. Это будет длинный меч. Стиль боя с оружием и щитом. Все. Длинный меч и стиль боя с оружием и щитом. Готова. Внешность. Одежда.
place. I will require rest soon. Death to you all! As it should be. I must rest my eyes a while. Oh, such a waste of time this Your life ends here. Time for a bit of the rough and tumble. You got this coming! Nobody else is gonna step up. Why not? Ready for that nap anytime now. Let's give them a right thrashing. Well, of course. I grow torpid. How tedious all this becomes. Get over here. Right then. That's about enough. Death to you all! Your life ends here. I alone belong here. Time for a bit of the rough and tumble. Ну, мне нравится первый вариант, дефолтный. И имя. Имя у нас, конечно же, Return. Готово. Nestled atop the cliffs that rise from the Sword Coast, the citadel of Candlekeep houses the finest and most comprehensive collection of writings on the face of Farron. It is an imposing fortress, kept in strict isolation from the intrigues that occasionally plague the rest of the Forgotten Realms. It is secluded, highly regimented, and it is home. Within these hallowed halls of knowledge, your story begins. You have spent most of your 20 years of life within this keep's austere walls, under the tutelage of the sage Gorion. Acting as your father, he has raised you on 1,000 tales of heroes and monsters, lovers and infidels, battles and tragedies. However, one story was always left untold, that of your true heritage. You have been told that you are an orphan, but your past is largely unknown. Lately, Gorion has been growing distant from you, as if some grave matter weighs heavily on his heart. You have asked about his concerns as gently as possible, but your queries have been in vain. Your sole comfort is the knowledge that he is a wise man, and you know he will tell you when the time is right. Nonetheless, his silence is troubling, and you cannot help but feel that something is terribly wrong. Today, Gorion has appeared more agitated than ever, and now he has uncharacteristically interrupted your chores in the middle of the day, imparting hurried instructions for you to equip yourself for travel. He has handed you what gold he can spare, but given no clue as to why. Nevertheless, you now stand before the Candlekeep Inn, ready to purchase what you need for an unplanned and unexpected journey. Здесь можно прокручивать и можно прочитать, поэтому сейчас я прочитаю. Расположенная на вершинах отвесных скал, возвышающихся над побережьем Меча, цитадель Кэндлкип содержит превосходное и наиболее обширное собрание письменных произведений во всем Фейруне. Это внушительная крепость, которая находится в строгой изоляции от интриг, периодически заполняющих остальные части забытых королевств. Это уединенное и высокоорганизованное место, и это твой дом. Под сводами этих священных залов знаний начинается твоя история. Почти 20 лет твоей жизни ты провел в суровых стенах этой крепости под опекой мудреца Гориона. Он выступал в роли твоего отца и вырастил тебя на множестве историй о героях и монстрах, влюбленных и неверных, сражениях и трагедиях. Однако одна история так и не была рассказана. История о твоем истинном происхождении. Тебе лишь сказали, что ты сирота, но твое прошлое во многом остается неизвестным. В последнее время Горион стал отдаляться от тебя, как будто какая-то серьезная проблема тяготит его сердце. И любые твои даже самые ненавязчивые расспросы о его озабоченности были напрасны. Зная, что он мудрый человек, тебе пришлось утешать себя лишь тем, что он все расскажет, когда придет время. Однако его молчание беспокоит тебя, ты ничем не можешь ему помочь. Но чувствуешь, что происходит что-то ужасно неправильное. Сегодня Горион казался более взволнованным, чем когда-либо, и вдруг он неожиданно прервал твою работу посреди дня. Он поспешно дал тебе указание готовиться к путешествию, вручил все золото, что у него было, но так и не сказал почему. И вот теперь ты стоишь перед гостиницей Кэндлкипа, готовясь купить все необходимое, что может понадобиться в незапланированном и неожиданном путешествии. Вот так вот выглядит пролог. И вот сама игра. Вот так вот она выглядит. Вот меню слева, справа иконка моего персонажа.
На мне еще даже какое-то заклинание наложено. Щит разума. Вот. И на этом, пожалуй, мы эту серию закончим, так как это была серия знакомства с игрой. Вот, поэтому мы сейчас сразу сохранимся. И сохранимся под названием начало, то есть begin. В принципе, в следующей серии мы уже начнем именно прохождение самой игры. Вот. На сегодня это все. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, предлагайте свои какие-то советы, возможно, по прохождению игры. Буду рад их услышать. И до следующей серии.